Доброго времени суток! Меня зовут Татьяна, и сегодня мы продолжаем с вами вязать нашу пчелку. В прошлой части мы связали тело, ручки, ножки. Сегодня продолжаем вязать голову. Так как я решила делать пчелку цельно вязаной, поэтому мы продолжаем работать с этой же деталью. Итак, сейчас мы с вами следующий ряд провязываем 3 столбика, прибавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий и прибавка. Уже сложнее вязать, потому что деталь набитая. Провяжите так до конца ряда. Так, провязали этот ряд, и следующие ряды у нас тоже будут идти одни прибавки подряд. Поэтому я не буду вам это все показывать, думаю, все понятно. Значит, вяжем мы прибавки до того ряда, как у нас начнется 10 столбиков прибавка. Мы провязываем 10 столбиков прибавка ряд, и на этом встречаемся. То есть сейчас мы с вами провязали ряд 3 столбика прибавка. Дальше мы вяжем 4 столбика прибавка ряд. Следующий ряд 5 столбиков прибавка 6 раз. Следующий ряд 6 столбиков прибавка 6 раз. Следующий ряд 7 столбиков прибавка 6 раз. Следующий ряд 8 столбиков прибавка 6 раз. Следующий ряд 9 столбиков прибавка 6 раз. И заключительный ряд 10 столбиков прибавка 6 раз. И потом мы с вами встречаемся. Просто все это показывать, ну, как бы нет смысла. Думаю, всем все понятно. Итак, до встречи. Итак, провязали мы с вами, получается, 8 рядов с прибавками. Последний ряд у нас был 10 столбиков прибавка. Вот такая у нас получается деталь. И продолжаем вязать с вами дальше. Следующий ряд мы провязываем без изменения. 72 столбика без накида. Ну, показывать я не буду. Начну вместе с вами. Первый, второй. И так весь ряд без изменения провязываем 72 столбика. Провязали 72 столбика, и дальше мы начинаем с вами уже делать убавки. Убавки мы начинаем провязывать 10 столбиков убавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. И провязываем убавку. Провяжите так еще 5 раз. Провязали, в конце ряда у нас должно было получиться 66 столбиков без накида. Итак, следующий ряд мы провязываем 9 столбиков убавка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. И делаем убавку за передние стенки петли. Провяжите так еще 5 раз. Довязали ряд до конца. В конце ряда у нас с вами получается 60 столбиков без накида.
Итак, вяжем следующий ряд. Следующий ряд у нас с вами, если считать от начала головы, то 12. Мы провязываем 8 столбиков убавка. Первый столбик. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой, седьмой, восьмой. И провязываем убавку. И так еще провяжите 5 раз. В конце ряда у вас должно получиться 54 столбика без накида. И начиная с 13 ряда по 18, то есть в общем это получается 6 рядов, мы провязываем без изменения по 54 столбика без накида. И потом встречаемся с вами. Провязали 6 рядов по 54 столбика. Вот что у нас с вами уже получается. Так как дальше мы будем с вами уже закрывать голову, деталь головы, поэтому нам нужно с вами вставить глазки, приделать глазки, если они у вас на безопасном креплении. Что мы делаем? Для этого мы складываем голову пополам, старайтесь, чтобы ровненько это все было. Так, я буду использовать вот такие глазки, решила зеленого цвета, ну примерно это где-то 22 миллиметра у меня, потому что игрушка выходит большая. Так, значит, сложили голову пополам, находим, отсчитываем 6 рядов, вот как раз эти, которые мы провязали по 54 столбика. Ну, тут будет видно, где начинались убавки у нас. Ряд был, вернее, с убавками последний. И вот между этими рядами 6 рядов сверху, и где убавки, мы будем с вами присоединять глазки. Итак, расстояние между вставленными уже глазками у нас с вами должно быть 4 столбика. Глазки у всех будут разные, поэтому конкретно тут не скажешь, как их правильно расположить. Ну вот я попробую отсчитать 4, так, вот так, 4 столбика от этого глаза, где тут здесь у меня должен заканчиваться глаз. И ставлю. Вот так. Теперь складываю пополам. Смотрю. Так, выравниваю все и смотрю, чтобы у меня примерно это все было ровненько. Ну, даже можно посчитать столбики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 до сложения головы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну и здесь вот примерно 8. То есть примерно одинаково. Все равно голова сейчас у нас не набитая и конкретно точно не определишь. Но думаю, что вот так, даже если смотреть относительно телу, глазки стоят ровно. Так что отсчитываем 6 рядов сверху. И чтобы между глазками, уже вставленными глазками, расстояние было 4 столбика. Сейчас я закреплю глазки и вернусь к вам. Все, вот глазки я закрепила изнутри. И теперь можно продолжать нам вязать дальше. Следующий ряд. Следующий ряд мы провязываем с вами 7 столбиков убавка. Дальше у нас уже с вами пойдут только убавки. Все, мы начинаем закрывать голову. Первый столбик. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой.
и провязываем убавку. И так еще провяжите 5 раз. Следующий ряд мы будем с вами провязывать 6 столбиков убавка. Но давайте, чтобы голова закрывалась более ровно, мы с вами будем чередовать. В четных рядах будем делить начало. То есть сейчас мы провязываем 3 столбика сначала. Первый столбик, второй, третий, и делаем убавку. Сделали убавку, и дальше мы уже с вами вяжем 6 столбиков убавка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, и делаем убавку. И так мы вяжем уже до конца ряда 6 столбиков убавка. В конце ряда у нас еще с вами остается 3 столбика, которые мы просто провязываем. Что хотела еще сказать про расход пряжи. У меня уже пошел второй моточек. Первый моточек у меня закончился, когда я провязала 3 ряда по 54 столбика. Напоминаю, что у меня пряжа в 100 граммах 93 метра. Но она тоненькая, видите? Может быть, поэтому большой расход. Но игрушка большая. У всех расход будет разный. Я говорю именно про свою пряжу, в которой в 100 граммах 93 метра. Итак, продолжайте вязать до конца ряда 6 столбиков убавка, и в конце ряда провязываете 3 столбика. Довязали этот ряд, и я думаю, что уже можно начинать набивать голову, потому что отверстие в голове будет становиться все меньше, и пока удобно, нужно нам набить игрушку. Немножко я начну вместе с вами это делать. И потом, чтобы не тратить ваше время, доделаю это самостоятельно. Так, область шеи, особенно область шеи. Пока я делаю это рукой, пока позволяет. Вернее, есть такая возможность. Так, что еще? Так как все-таки игрушка не маленькая, я предлагаю, ну, здесь, в принципе, да, шея очень широкая у пчелки, и голова должна при хорошем набитии, ну, она, видите, даже так не особо двигается. Но я на всякий случай все равно поставлю палочку. Я с двух сторон обмотала ее обычным лейкопластырем тканевым, чтобы, не дай бог, где-нибудь она не вышла наружу. Это обычная деревянная палочка, вот даже она не помещается, длинная она такая. Я просто разделила ее пополам, ну, мало ли кому будет полезно для информации. Приобрела я это палочки для подвязки рассады в магазине Fix Price. Многие, я думаю, знают об этом магазине. Это так, небольшое отступление, мало ли кому пригодится эта информация. Я на всякий случай все-таки эту палочку в игрушку помещаю. Так, продолжаем вязать дальше. Ну, так как у нас идут одни убавки, я думаю, что вы уже догадались, что следующий ряд мы провязываем 5 столбиков убавка 6 раз. Первый столбик. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. И убавка.
Провяжите так еще 5 раз самостоятельно. Провязала я этот ряд, и вот поднабила голову. Видите, уже она приобретает свою форму. Так, следующий ряд мы будем с вами снова, так как идет четная убавка, делим пополам. То есть провязываем 2 столбика в начале ряда. И делаем убавку. Уже не так удобно вязать, когда деталь набитая. И дальше провязываем уже 4 столбика убавка. Второй, третий, четвертый. И провязываем убавку. Итак, провяжите до конца 4 столбика убавка. И в конце ряда у вас останется 2 столбика. Их просто провязываем. И давайте следующий ряд 3 столбика убавка провяжите тоже самостоятельно. Итак, сейчас вы довязываете этот ряд. 4 столбика убавка и в конце ряд 2 столбика. И следующий ряд провязываете 3 столбика убавка 6 раз. Вот так у нас с вами получается. Не забываем добавлять наполнитель. Следующий ряд мы провязываем с вами 2 столбика убавка, но начинаем мы провязывать с одного столбика, так как здесь четные убавки. Провязали столбик и провязываем убавку. Дальше уже мы провязываем 2 столбика убавка. Так, 2 столбика и убавка. Итак, мы провязываем до конца ряда 2 столбика убавка. И в конце ряда довязываем 1 столбик, который остается. Вот я довязала и чуть-чуть наполнила еще голову. Вы тоже не забывайте добавлять наполнитель. Следующий ряд мы с вами провязываем столбик убавка 6 раз. Столбик. Неудобно. Так. Прошу прощения, но... Так, и убавка. Всегда уже неудобно вязать, когда закрываешь деталь. Итак, провяжите так еще 5 раз. И следующий ряд мы провязываем 6 убавок. И не забываем наполнять. Вот я провязала 6 убавок. Осталось отверстие. Через это отверстие я донаполнила голову. И теперь нам остается только закрыть это отверстие. То есть мы через передние стенки протягиваем ниточку именно за передние стенки. Я когда начинала, не понимала, почему я затягиваю, у меня остаются пробелы, так их назовем. Потому что я это делала за целую петлю. И при затягивании образовывались отверстия вот эти. Это для начинающих, если вдруг кто-то смотрит. Именно за переднюю стенку. Продели через все петельки и затягиваем. Иногда это с плюшевыми нитками не так просто. Так, затянули отверстие. Теперь закрепляем ниточку и прячем ее вовнутрь игрушки.
Все, вот я спрятала ниточку, вот так это у нас выглядит. Все, основная деталь у нас с вами готова. Теперь нам остается с вами связать два крылышка, одно большое, одно маленькое. И остается связать рожки. Вот так они выглядят. Давайте мы, наверное, начнем с рожек, потому что они поменьше. Так, берем пряжу, какую вы используете, черную, либо другой цвет. И, как всегда, в начальную петлю, либо в кольцо амигуруми мы с вами набираем 6 столбиков, провязываем 6 столбиков без накида. Так как у меня начальная петля, поэтому я набираю 2 воздушные петли и начинаю провязывать 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Так, второй ряд. Мы провязываем 6 прибавок. То есть вся пчелка основана на одних и тех же приемах. Ничего сложного. Первая прибавка. Вторая прибавка. Третья. Четвертая. Пятая. И последняя, шестая прибавка. В итоге у нас с вами получается 12 столбиков без накида. И далее 3 ряда, 3, 4, 5 мы провязываем по 12 столбиков. Провяжите эти 3 ряда самостоятельно. Провязали 3 ряда, вот что получается. И дальше мы с вами провязываем 6 убавок. Последнюю убавку мы не довязываем, так как будем делать с вами смену нити. Первая убавка. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. И последняя, шестая. Мы захватываем петельки, вытягиваем ниточку и обрезаем ее. Переходим на желтый цвет. Так. Протягиваем через эти 2 петельки. И дальше уже продолжаем вязать желтым цветом. А дальше мы уже с вами провязываем 7 рядов по 6 столбиков. То есть ничего сложного нет. Провяжите, пожалуйста, эти 7 рядов по 6 столбиков самостоятельно. Я буду вязать за обе стенки петли. Вы, если хотите видеть меньший переход цвета, тогда вяжите за заднюю стенку петли. Забыла сказать, набейте, пожалуйста, деталь, потому что потом будет очень неудобно набивать. Все, вот я провязала 7 рядов, набила и обрезала ниточку. Сделала соединительный столбик и обрезала ниточку. Если вы будете пришивать этой же ниточкой, то оставляйте ее подлиннее. Я вот оставила, но думаю, что не буду пришивать ей, потому что когда затягивала голову, ниточка очень крошится. Итак, переходим дальше к вязанию крыльев. Давайте начнем, наверное, с большого крыла. Черная пряжа нам больше не нужна. Желтая пряжа нам больше не нужна. Теперь нам понадобится с вами белая.
Пока я буду вот из остаточков вязать, не знаю, наверное, не хватит, но надо дорасходовать. Сейчас найду. Так, вот. Ну и как всегда, мы с вами начинаем вязание с кольцами гуруми, либо с начальной петли, в которую набираем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Кстати, на крылышке я использую пряжу 100 грамм 120 метров. Далее мы провязываем 6 прибавок. Первая прибавка. Вторая прибавка. Третья прибавка. Четвертая. Пятая. И шестая. Так, третий ряд мы провязываем с вами столбик прибавка. В итоге у нас с вами должно получиться 18 столбиков. Так, провязываем столбик. Я уже поставлю маркер. И прибавка. И еще провяжите так 5 раз. Следующий ряд мы вяжем 2 столбика прибавка 6 раз. Первый, второй, прибавка. Провяжите так еще 5 раз. Следующий ряд, пятый, мы провязываем 3 столбика прибавка 6 раз. Первый, второй, третий и прибавка. Провязываем так еще 5 раз. У нас с вами в конце ряда получается 30 столбиков. И следующие 5 рядов, начиная с 6 по 10 включительно, мы провязываем по 30 столбиков без накида. Провяжите это, пожалуйста, самостоятельно. Провязали, вот что, какая деталька получается уже. Следующий ряд мы вяжем 3 столбика убавка 6 раз. Первый, второй, третий, убавка. И так еще нужно провязать 5 раз. В конце ряда у нас получается 24 столбика без накида. И следующие 2 ряда, 12 и 13, мы провязываем без изменений по 24 столбика без накида. Провяжите, пожалуйста, самостоятельно. Далее мы провязываем с вами 2 столбика убавка 6 раз. Первый столбик. Второй. И убавка. И так еще провяжите 5 раз. И следующие 3 ряда, 15, 16, 17, мы провязываем с вами по 18 столбиков без накида. Вот что у нас с вами получается. Следующий ряд мы провязываем 18 и провязываем мы столбик убавка 6 раз. Столбик, убавка. И так еще провяжите 5 раз. В конце ряда у вас получится 12 столбиков без накида. И следующие 2 ряда, 19 и 20, мы провязываем по 12 столбиков без накида.
Провязали, и далее мы с вами провязываем 6 убавок. Первая убавка, вторая, третья, четвертая, пятая и последняя, шестая. Так. Провязали 6 убавок, и дальше у вас есть выбор. Можно стянуть это отверстие, то есть сделать соединительный столбик и стянуть, как мы делали это с головой. Я решила не стягивать, я провязала за 2 края, и у меня получилось вот такое крылышко. Поэтому выбирайте, либо стягивайте, если вы хотите острое окончание крыла, либо провязываем за оба края крыла 3 столбика без накида. Я буду провязывать вот первый столбик, второй столбик и так проверяем, третий столбик. Все, ниточку я закрепляю, пришивать буду другой ниточкой, поэтому я обрезаю так. Если вы пришиваете той же ниточкой, то оставляете ее длинной. Вот такие крылышки получаются. Дальше мы будем вязать с вами маленькое крылышко. Все по такому же принципу, просто чуть меньше прибавок, чуть меньше рядов. Так, сначала, как всегда, мы набираем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми, либо в начальную петлю. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Дальше, чтобы не утомлять вас и не задерживать ваше внимание, ваше время, мы провязываем также 6 прибавок. Потом мы провязываем столбик, третий ряд, столбик, прибавка 6 раз. И четвертый ряд 2 столбика, прибавка 6 раз. Провяжите, пожалуйста, самостоятельно. Провязали мы с вами 4 ряда. В итоге в конце 4-го ряда у нас получилось 24 столбика. И следующие 3 ряда, 5, 6, 7, мы провязываем по 24 столбика. Следующий ряд мы провязываем 2 столбика убавка 6 раз. Первый столбик, второй столбик, убавка. В конце ряда у вас должно получиться 18 столбиков. И следующие 3 ряда, 9, 10, 11, мы провязываем по 18 столбиков. Следующий ряд мы провязываем с вами столбик убавка 6 раз. Провязываем столбик, убавка. И так еще нужно провязать 5 раз. В конце ряда получается 12 столбиков без накида. И следующие 2 ряда, 13 и 14, мы провязываем по 12 столбиков без накида. Далее мы провязываем с вами 6 убавок. И также заканчиваем наше вязание, как делали с большим крылышком. Если вы закрывали отверстие, значит закрываете и здесь. Если вы
провязывали за 2 половинки крыла, значит провязываете за 2 половинки крыла. Так, у меня это 3-я убавка. 4-я. 5-я. И последняя 6-я убавка. И я соединяю за обе половинки крыла. Так, все. 3 столбика я провязываю и ниточку обрезаю. Опять же оставляете ниточку, если будете ею пришивать. Я буду пришивать другой. Все детали пчелки у нас готовы. Но я предлагаю, прежде чем оформить игрушку, предлагаю вам связать бочонок с медом, чтобы мы уже все довязали и потом будем уже все с вами оформлять. Итак, вяжем ведерко. Берете нить, я буду из коричневой вязать, коричневым цветом. Берете нить, какую вы хотите. И, как всегда, набираем, провязываем 6 столбиков либо в кольцо амигуруми, либо в начальную петлю. 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й. Далее мы провязываем 6 прибавок. Первая прибавка, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я и 6-я. Следующий ряд мы провязываем столбик прибавка 6 раз. Первый столбик, прибавка, второй, прибавка, третий, прибавка, четвертый, прибавка, пятый, прибавка и 6-й, прибавка. Следующий ряд провязываем 2 столбика прибавка 6 раз. Первый столбик, второй, и прибавка. Провяжите так еще 5 раз. Провязали. И следующий ряд мы вяжем с вами 24 столбика у нас получилось за заднюю стенку петли. Весь ряд мы провязываем за заднюю стенку петли. 24 столбика без накида. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой и так далее. Довяжите этот ряд самостоятельно. Далее мы провязываем с вами 6, 7, 8 ряды также
по 24 столбика только за обе стенки петли. То есть 3 ряда мы провязываем по 24 столбика. Провяжите самостоятельно. Вот что у нас с вами получается. Вяжем дальше. Следующий ряд мы вяжем 3 столбика прибавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий, прибавка. Это один раз, и еще провяжите так 5 раз. В итоге в конце ряда у вас получится 30 столбиков без накида. И следующие ряды 10, 11, 12 и 13, то есть 4 ряда получается, мы провязываем по 30 столбиков без накида. Вот получилась такая деталь. Дальше мы провязываем также 30 столбиков только за переднюю стенку петли. Весь ряд мы провязываем за переднюю стенку петли. 30 столбиков без накида. 3, 4, 5. Видите, как будто бортик получается. Итак, довяжите до конца ряд. Так, довязали этот ряд. Дальше мы делаем с вами соединительный столбик. Сделали соединительный столбик. И дальше мы будем набирать воздушные петли для того, чтобы сделать ручку для ведерка. Количество петель для ручки произвольное. Ну, то есть можно набрать и 20, и 15. Ну, 15 будет маловато. 20, 25. В зависимости от того, какой длины ручку вы хотите. Я думаю, ручка нужна для ведерка такая, чтобы, ну, можно было одеть на руку пчелки. Поэтому я буду примерять. Вот мне маловато, я еще свяжу. Это все чисто индивидуально, потому что и игрушки разных размеров у всех получаются. Можно вязать ведь разными крючками из разной пряжи, поэтому смотрите сами, примеряйте и уже решайте, какой длины ручку вы будете делать. Так, у меня вышло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот видите, я говорю, 15 маловато. У меня 15. Сейчас еще раз примерю. Ну, свяжу еще, ладно, чтобы оно уж не совсем впритык было. Ну, еще до 20 давайте уж. 16, 17, 18, 19, 20. Уже будет большая ручка. Я думаю, достаточно вполне будет такой ручки. Итак, провязали ручку. Теперь нужно, чтобы это было одинаково. Ну, лучше посчитать петли. Можно сложить пополам, но можно ошибиться с серединой. Поэтому лучше посчитать. Вот, допустим, я сейчас сложила и считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть примерно вот так у меня будет именно посерединке. Нахожу здесь петельку. Так, запуталась я. Нахожу петельку и провязываю также соединительный столбик через эту петельку. Неудачно. Вытянем тогда так ниточку.
и протянем через петлю. Все. Вот такая ручка получилась. Ниточку я закреплю, обрезаю, затягиваю и потом просто заправлю ее вовнутрь. Все, там она у нас внутри спрячется. Сейчас мы будем с вами вывязывать имитацию меда. Так, прежде чем вывязывать имитацию меда, если вы хотите плоское дно, то нужно что-нибудь положить на дно. Вот я вырезала такой кружочек из тонкого пластика и помещаю его на дно. Добавляю немножко наполнителя пока, потом еще добавлю, когда уже будет поменьше отверстия. Видите, если что-нибудь положить, то дно будет плоское. Так, начинаем вязать. Находим, где у нас закончился ряд коричневым цветом. Берем нить желтого цвета и за заднюю стенку, которая у нас осталась, когда мы вязали с вами за переднюю стенку, мы будем вязать этот ряд именно за заднюю стенку предыдущего ряда. Протягиваем ниточку, делаем воздушную петлю. И теперь 30 столбиков без накида. Весь ряд мы вяжем за вот эти задние стенки петель предыдущего ряда. Ниточку можно вязать, даже нужно. Не знаю, видно вам? Думаю, что видно. И вот таким способом мы провязываем весь ряд. Довяжите этот ряд самостоятельно. Вот так сейчас выглядит наша ведерко после провязанного этого ряда. И дальше мы теперь будем делать с вами убавки, пока совсем отверстие не закроется. Начинаем мы второй ряд провязывать 3 столбика убавка. И так до конца ряда мы провязываем. Второй столбик, третий. И провязываем убавку. Первый, второй, третий и убавка. Довяжите этот ряд самостоятельно. Следующий ряд мы провязываем 2 столбика убавка 6 раз. Первый, второй, убавка. И так до конца ряда. Следующий ряд мы провязываем столбик убавка. Столбик, убавка. И так до конца ряда. И следующий ряд провяжите 6 убавок, но не забудьте набить ведерко наполнителем. Все, провязали 6 убавок, сделали соединительный столбик. И дальше, как на голове мы делали, за передние стенки петли, если у вас осталось отверстие,
мы его стягиваем. Все, стянули отверстие. Ниточку закрепляем. Закрепили ниточку. И прячем ее вовнутрь ведерочка. Все. Ведерко с медом готово. Осталось только вышить надпись «Мед». Вот такое ведерко. Приступаем теперь к оформлению нашей пчелки. И начнем мы оформлять пчелку с пришивания рожек. Итак, рожки можете расположить так, как вам, не знаю, как показать, как вам нравится. Можно по центру, но мне кажется, это будет очень далеко. Мы делаем поближе, вот сюда, вот у нас центр. От центра отступаем, ну, примерно 1-2 ряда. И вот где-то здесь я буду пришивать рожки. Пришивать я буду обычной ниточкой. Значит, вот покажу вам на маленькой пчелке. Вот где-то я ориентировалась примерно на глазик. Рожек над глазиком как раз проходит. И здесь из тонких ниток, когда я вязала, я сделала 1, 2, 3. 3 ряда отступила от центра и пришила. Но здесь я, наверное, все-таки 2 отступлю. Или поближе. В общем, выбирайте место, куда вы будете пришивать рог у пчелки. И пришивайте. Здесь вот так у меня получается. Уже не получается над глазиком. Если над глазиком, то будет очень, наверное, близко. Поэтому я сделаю чуть-чуть вбок от глаза. Где-то отступлю. Ну, вот как раз глаз заканчивается. И вот так я буду пришивать. Пришиваем как обычно. Я буду пришивать обычной ниточкой. Примерно в цвет. Цепляем столбик на голове. Хвостик оставляем, чтобы потом узелок завязать. И цепляем столбик на самом роге. И так и продолжаем. Столбик на голове. И столбик на рожке. Пришиваем так по кругу. Ну вот я пришила рожек. Вот так выглядит. Так, примерно все-таки я вам покажу. 1, 2, 3 все-таки у меня вышло. От центра вниз 3 ряда. Вот смотрите. Но можно пришивать, как вам нравится. Теперь таким же способом пришиваем второй рог. Располагаем его. Смотрим, чтобы он был на таком же расстоянии. И пришиваем второй. Так, ну вот я пришила второй рожек. Вот так выглядит наша пчелка. И теперь нам, прежде чем оформлять мордашку, нужно сделать утяжку. Утяжку все делают по-разному. Делают
спереди делают улыбку, если утягивают спереди. Я вот не знаю, как сделать лучше. У этой пчелки она у меня получилась серьезная такая. Я ничего, кроме глазок, ничего не утягивала. Ну, давайте попробуем сделать так же, как я делала у маленькой пчелки. Я вводила иглу сзади головы. Большая игла у меня обычная, не в 2 сложения, ну как обычная, 40% хлопка. И в шею ввожу иглу, вывожу ее. Я хочу сделать вниз глазки, поэтому вывожу вот сбоку глазика. Хвостики я, конечно же, оставляю. Я буду делать не на один столбик, а примерно на таком же расстоянии с другой стороны я ввожу иглу обратно. И вывожу ее в то же место, где я, извините, где я вводила. Вот так. Все. И теперь подтягиваю. Видите, глазик у нас ушел вниз. Мне этого и надо было, чтобы он был именно вниз. Получается немножко щечка у него, у пчеленка или пчелки у нее, кому как захочется. Дальше. Лучше бы это, конечно, все закрепить. Но так как у нас плюшевая ниточка, то ничего страшного. Мы отступаем столбик. И снова проходим голову насквозь. И выходим уже у другого. Сейчас вот так, наверное, будет лучше. И выходим также у другого глазика. На том же расстоянии, как и у первого глаза. Говорю сразу, не эталон утяжки. Много видов утяжек. Много как кто их делает. Я вам просто показываю, как делаю я в данный момент. Итак, и на этом же расстоянии с другой стороны глаза я ввожу иглу. Так, здесь у нас немножко запуталось. Сейчас я распутаю. И ввожу иглу там, где у нас торчат хвостики. Так, еще надо попасть удачно. Так, вывела. И тяну теперь за эту ниточку. Вот второй глазик. Первый у нас немножко ослабился, но за счет того, что я отпустила вот эти ниточки. Если я за них сейчас потяну, то видите, сейчас мы будем завязывать узелок. И тогда уже глазки будут оба на месте. Так, я обрезаю ниточку. Все это еще раз хорошо подтягиваю. Так, проверяю. Угу. Глазки, видите? Все. Все, утяжка получилась. И теперь, не ослабляя нить, как мы ее затянули, завязываем узелок. Так, и еще на всякий случай завязываю
двойной узелок. Проверяем. Все, глазки не ушли, все на месте. Я имею в виду то, что утяжка сохранилась. И теперь убедились в том, что все хорошо. Сделаю чуть-чуть покороче ниточки. И крючком, с помощью крючка, я их спрячу вовнутрь. Здесь можно немножко вот так сделать. Все. Видите? Немножко ушло, но это нужно подтянуть просто. И все будет отлично. Так, утяжечку мы сделали с вами. Теперь нам нужно вышить носик, ротик и бровки. Вот я теперь еще не знаю, какими нитками мне вышить нос, потому что попались мне нитки, которые очень крошатся. Ну, попробую вышить ими. Прежде чем мы оформим мордочку, давайте мы с вами пришьем крылышки. Так, ну, большие крылышки, понятно, мы пришиваем наверх, а маленькие пришиваем вниз. Можно пришить крылышки впритык, а можно пришить на расстоянии. У этой пчелки я пришила на расстоянии. У этой, сейчас ниточку спрячу. Здесь у меня спрятанная ниточка. Располагайте немножко ее наискосок, чтобы крылышко смотрело вверх. То есть вот так. Не прямо, а немножко, чтобы оно смотрело наверх. И уже смотрите. Если вы пришиваете их вместе вот так, я думаю, что здесь большие крылья получились, поэтому я, наверное, буду пришивать их рядом вот так вместе. И, соответственно, пришиваем большое крылышко и маленькое. А маленькое мы наоборот располагаем уже, чтобы оно смотрело вниз. Тоже не прямо, а чтобы оно смотрело вниз. И пришиваем. Находим серединку примерно. Ну вот, где-то вот здесь будет. Можете закрепить крылышко. Я буду пришивать белой ниточкой и буду пришивать обычными стежочками. То есть снизу захватываю и тело, и крылышко. Так, эту ниточку пока оставляем. Снова стежочек сюда. Захватываю столбик на теле. Вылетела ниточка. Так, заново. Но вы поняли принцип, я думаю. Ничего сложного. Чуть-чуть располагаем кверху крылышко и вот стежочками пришиваем. Я прошила в одну сторону стежочками, а теперь я сейчас пройду в обратную сторону стежочками, чтобы вот здесь завязать узелок. Вот я пришила. В итоге, пока я вам показывала, я ушла от центра. Вот у меня центр здесь, и я ушла от центра. Поэтому у этой пчелки я также буду пришивать крылышки на расстоянии. Так что вы уже смотрите сами. Я вам покажу результат, когда пришью, а вы уже решите, либо вам пришивать вместе, либо на расстоянии. Все, вот пришила я крылышки с обоих сторон, пришила на расстоянии.
Ну, хочу сказать, крылышки из плюшевых ниточек очень тяжеловатые. И они немножко опускаются вниз. Но ничего страшного. Вот так это выглядит, видите? Если смотреть впереди, они тяжелые крылышки. Если у маленькой пчелки они держатся, можно, я думаю, прихватить еще их вот где-нибудь сюда, поближе к ручкам, чтобы они так не падали, если перевернуть игрушку. Так, с крылышками разобрались. Давайте оформлять мордочку. Первое, что мы с вами сделаем, это немножко оформим глазки. Сделаем белочки у глаз. Я вхожу сбоку головы и выхожу сбоку глаза. Не совсем сбоку, но так, ниточку оставляем. Можно это сделать не плюшевыми нитками, а простыми. Так, и вот, наверное, здесь закончу. И также мне нужно выйти у второго глаза. Вот так. И точно так же на втором глазике вводим иголочку. Взяла я короткую иголочку, а зря. И нам нужно вывести иголку вот сюда же, где мы заходили. Ничего, получилось и этой иголкой. Так, немножечко подтянем, чтобы не такой он большой был. Здесь ниточка у нас ушла немножко. Можно это все поправить. Так уже смотрятся глазки. Так, все, здесь завязываем узелок. Можно 2 для надежности. Сильно не тянем, чтобы не утянуть все вовнутрь. И крючочком прячем. Все. Спрятали. Вот так пока выглядят наши глазки. Теперь нам нужно вышить нос. Попробую вышить, извините, нос этой же ниточкой, которой я вязала, но не знаю, насколько это получится. У маленькой пчелки носик я сделала, видите, вот между глазками, и немножко вот заходит где глазки и вниз на 2 ряда. Здесь не знаю, сейчас будем смотреть уже, как будет получаться, но начну также вот от глазок. Я думаю, что не составит сложности вам это сделать. Просто и в те же самые места второй раз ввожу иглу. И так продолжаем до тех пор, пока не будет носик такого размера, как устроит вас. То есть вышиваем вот таким способом.
Ну, все. Я думаю, вам понятно. Вышивайте носик. И потом мы с вами встретимся. Ну вот я сделала носик. Ну вот так у меня получилось. Не знаю. Нормально. Так, брови делаем. Также входим сбоку головы. Я думаю, что я отступлю. Так, здесь я отступала 2 рядочка. Наверное, здесь тоже 2 отступлю. Два рядочка, я имею в виду от глаза. Так. И на 2 ряда вверх. Ну и где-нибудь... Так, у нас вот здесь получается 1, 2, 3, 4. Ну, чтобы где глазик заканчивалось. Поднимаюсь на 2 ряда вверх. Вот так. Я решила взять светленькую ниточку. И теперь смотрим, чтобы здесь было также у нас. Ох, оживает-то как сразу. Да, совсем другая делается с бровками. Так, отсчитываем. Проверяем 1, 2, 3. Так, 1, 2, 3, 4, даже 5 где-то выходит. 1, 2, 3, 4. Если 5, то вот здесь. Наверное. Или все-таки 4. 4, наверное. Так, и теперь вот надо выйти нам сюда же, где мы вводили иглу. Ну и прежде чем завязать узелок, проверяем. Вот видите, сделала я 4. И теперь смотрю и не пойму. Мне кажется, что у меня она получилась покороче. Поэтому я переделаю, попробую взять на один столбик побольше. Так, 1, 2, 3, 4, 5. На 2 рядочка вниз. Смотрим. Всегда все проверяйте, чтобы все было красиво. Так, ну вот теперь мне так нравится больше. Поправляем. Все, если мы решили, что нас устраивает этот результат, значит делаем узелок и прячем. Так, кажется, я не туда сделала. Да, видите? Но это дело поправимое. Мы берем крючок. И вот так. Все, завязали узелок. Сильно не тянем, чтобы не утянуть бровь вовнутрь. Вторую. И крючочком мы эти ниточки все прячем. Здесь мы тоже сейчас поправим. С крючочком вышел наполнитель. Все.
Смотрим. Вот, оживает. Оживает. Теперь нам надо ротик вышить. Ну, таким же способом вводим иглу сбоку и где нам нравится, выводим ниточку. Хотите, можете утянуть и сделать улыбочку ей, пчелки. В общем, вышивайте ротик, как вам удобно. Так, ну вот я вышила ротик. Пока я его вышивала, я решила, что, наверное, пчеленок у меня есть. И ему нужна мама. Поэтому я приклеила реснички. Ну, сделала бантик. И как-то пчелка совсем другая стала. Видите, с ресничками. Затонировала ей немножко щечки. И все-таки думаю пришить крылышки. Так, ведерочко я тоже доделала. Как смогла, вышила слово мед. И теперь семейство, мама с сыном, будут вместе летать за медом. Всем спасибо, кто вязал вместе со мной. Так, спасибо-то спасибо, дорогие мои. Я вам не измерила игрушку, какого размера она у меня получилась. Давайте померяем вместе. Так, от низа ножек, и если с рожками, то она выходит 45 сантиметров. У меня она так получилась. Без рожек 38 сантиметров. Это чтобы вы понимали, если будете вязать из плюшевой пряжи. Но опять же, я вязала крючком 3,5. Если вы будете вязать крючком номер 4 или 4,5, соответственно, у вас игрушка выйдет еще больше. И расход пряжи тоже увеличится. Ну, ушел у меня моток с небольшим. Где-то чуть побольше полмотка черного цвета. Ну, даже не полмотка, меньше, может быть, да, не больше, а меньше. Ну и белого. Белого очень сложно сказать, когда не используешь весь моток. Ну, в общем, меньше мотка, поэтому полмотка. У кого как, опять же, будет. У всех будет все по-разному. Итак, всем спасибо, кто вязал вместе со мной. Кто не подписался, подписывайтесь. Я буду и дальше стараться найти что-нибудь интересное и проводить эксперименты. Так что всем спасибо и пока-пока-пока.